залазить на самые верха. Я полезу, я первый, можно. Это был момент влюбленности моей первой. Какие-то страшные волны начинают качать корабль. Изменилось все. Нет, я не хочу им советовать идти на штандарт. Чувствуешь себя королем мира. Я из прекраснейшей страны, просто Казахстан. Я из Киева. Я из Москвы. Я человек с центральноевропейской равнины. У нас поля, кукуруза, пшеница. Я из Долгопрудного. I'm from Berlin in Germany. Были и французы. Был парень из Голландии. Я люблю море, всю морскую тематику, якоря у меня везде, где только можно. Мой авантюрный характер, всегда хотел романтики, парусов, моря, приключений. Я всегда смотрел на большие корабли и думал, интересно, каково смотреть с другой стороны. Вот узнал. Я думал, что это достаточно сложно попасть сюда. И почему-то очень долго откладывал это дело. Что-то неизвестное, непонятное всегда кажется сложным. Со штандартом обычно происходит так, что если ты действительно вот попадаешь и это твое, то не возвращаться невозможно. Побывать в море, а тем более на парусном судне, это просто даже не ожидал, что появится возможность такая когда-либо. Хорошо. Самое яркое впечатление – это когда ты только едешь на корабль, и вот у тебя есть момент того, что ты устал, ты с самолета, ты с рюкзаком, и ты такой чапаешь куда-то в каком-то непонятном абсолютном городе, и тебе нужно найти корабль, у тебя квест. Яхты. И мне нужно найти штандарт. Штандарт, как написали, находится в конце порта. Где конец порта? Если будете ехать на корабль, не надо брать много вещей. Пожалуйста, не берите много вещей, не делайте, как я. Одна добрая испанская женщина, которая не говорит по-английски, а я не говорю по-испански, объяснила мне, как дойти до корабля и где он стоит. И самый великолепный момент – это когда ты первый раз видишь откуда-то мачты. Мачты с риями, ты идешь, и вроде бы там ты устал, и вот где же он, и ты их видишь, просто волшебство. Вон он, я вижу паруса. Вы, правда, сегодня не видите, но все равно он там стоит, смотрите, как клево. В Гамбурге я еще летела очень долго и тяжело. Прилетела ночью, шла пешком через весь Гамбург с двумя огромными рюкзаками спереди и сзади. И у меня все был план личной остановки поспать. Вот, и я решила, что вот та вот остановочка, я дойду до нее и там лягу спать. Но когда я дошла до нее, я повернула голову направо и увидела волшебный в ночи корабль. И это просто была чистейшая магия. Вот это был момент влюбленности моей первой. Только мы отплыли, было уже вечер, темно, светила луна, и нужно было ставить паруса. И возникает вопрос, кто полезет наверх? И так жутко страшно, с одной стороны. Ты первый раз лезешь на мачту. Темно, ничего не видно, ты не знаешь, где какие тросики, что вообще там надо делать. Но я полезу, я первый, можно. Вот на самую высокую начал лезть, и меня просто захватила вся эта ситуация вокруг. То, что ночь, корабль, и я лезу на Крюйс Марсе. Теперь я помню это название, тогда я еще не знал, куда я лезу, куда-то вверх. Луна и море, они меня просто так зачаровали, что вместо того, чтобы распускать сени, я любовался, просто тащился, сделал дело и не хотел слазить. Самое сильное впечатление, когда мы распускаем все паруса и начинаем выходить из гавани в открытое море. Чувствуешь, как за тобой корабль весь вздрагивает, когда падают паруса и начинают тянуть шкоты и галсы. Залазить на самые верха, на Крот-Брамсель и зашивать парус на высоте 30 метров, смотря на людей на каком-то маленьком острове. Это просто невероятное ощущение. Вот это вот и приятно, что тут можно перехватить всю гамму эмоций в тот или иной момент. Например, залазить на рей – это страшно. Сидеть всей нашей командой в кают-компании за ужином – это чертовски приятно. Стрипня Давида.
определенно стоит того, чтобы посетить это прекрасное судно. Тут мультинациональная кухня, тут тебе и французские мидии, и украинский борщ, ну и как бы еврейско-итальянская кухня даже поприсутствовала. Море – это, пожалуй, некоторое ощущение свободы, независимости. Море – это опасная, непонятная стихия, в которой можно найти практически абсолютную свободу. Море – это одна из стихий, в которой я чувствую себя абсолютно органично. Вещь, которая меня всегда притягивала непонятно чем. Like freedom, actually. So it's you're on the sea, but you see nothing unless the sea. Красивые рассветы, потрясающие закаты, невероятное приключение. Корабль каждый раз так или иначе меняет людей, которые на него попадают. В обычной жизни стал относиться ко многому проще. К конфликтам на работе, собственно, к работе своей. Я понял, что может существовать совсем другая жизнь, совсем другая реальность, где другие ценности. Важно совсем другое. Удивительно для меня то, что я встретил практически безупречную команду, которая здесь сформировалась. Вот это вот меня удивило и, видимо, изменило. Изменилось все кардинально, причем в абсолютно разных сферах. Я сделала выбор, чем я хочу заниматься в жизни. Мы сделали свой проект Russian Travel Geek. Мы организуем всяческие разные экспедиции по всему миру. Вот. И в том числе работаем со штандартом, потому что у нас проекты, которые смотрят категорически в одном направлении, делают похожие вещи. Normally you're just on the land, you see fields and something, but that's a new experience, so just see the sea and for 24 hours or longer in this case. Только что шли, была ровная вода, ветра не было и нету, и какие-то страшные волны начинают качать корабль. Здесь можно научиться не бояться бурь. Смотришь на нее такую большую, страшную, думаешь, ну сейчас вдарит страшно. А потом, когда плывешь, тянешь веревки, борта к борту перепрыгиваешь, как-то нормально. Всегда чувствуешь какие-то перемены. Это в первую очередь новые места, которые ты увидел, новые знания, получил новые люди, от которых ты обогатился. Виталий, на баке! Закладывай! Закладывай, make fast! Всем, кто будет смотреть это видео, вас заставят мыть туалеты! Штандарт очень умиротворяет чувство гордыни. Если ты не успеешь к 8 утра покушать завтрак, то извини, ходи голодный до обеда. Управлять 220-тонным кораблем – это невероятно. Просто чувствуешь себя королем мира. Когда меня спрашивали о моем самом большом интересном опыте в жизни, я говорил, что с 3 метров мог жвачкой в мусорку попасть. А теперь я скажу, что я побывал на одном из самых красивых и увлекательных путешествий в своей жизни. Можно сколь угодно долго думать, это не мое, а что там делать, ой, там, а я не знаю, в детстве не читала всех этих романтичных книг про корабли, ну, какой-то корабль, да, вот, но тут совсем все не так. Очень трудно передать, что видео, что словами, атмосферу, которая на борту, что здесь происходит, опыт, все на свете. Это невозможно объяснить, не побывав.
Нашла сайт Russian Travel Geek, можно его пиарить, и попала на штандарт. Попал на штандарт, когда ВКонтакте увидел перепост об этом путешествии. I found this one also on Facebook. There was a page and I could make a reservation, so it was actually really easy. Есть тот опыт, который никогда нельзя получить, там, не знаю, сидя дома за компьютером или там в офисе за компьютером, неважно. Нет, я не хочу им советовать идти на штандарт. Это мое самое лучшее приключение, и я эгоист. Это мое. Но они все равно все поедут. Конечно, не посоветовал бы. Я их хочу сухопутными крысами называть, а так у меня привилегия уйдет. Я считаю, что штандарт не для всех, потому что пребывание здесь предъявляет определенные требования к человеку. Есть люди, которым бы я не рекомендовал здесь появляться. Нужно уметь работать, нужно уметь подчиняться, нужно уметь самому покомандовать кем-то, нужно уметь уживаться с разными людьми. When you're interested in these kind of ships, you have to do it actually. So the most is people don't know about ships like this. They just see it, but it's so rare to sail on one of these. So if you know about it, you should do it definitely. Такого больше нигде не найдете. Все, хорош? Фух, ребят.